Он все время спешил, но так и не понял, куда. Он просыпался с ощущением, что уже опаздывает, хотя будильник еще не звонил. Мысли начинали бежать раньше тела. Список дел складывался сам, словно кто-то писал его за него. Он вставал быстро, ел на ходу, говорил потом чаще, чем сейчас. Ему казалось, что остановка — это роскошь, что пауза — это слабость, что если он замедлится, что-то важное обязательно уйдет без него. Он не мог сказать, что именно, но страх был реальным. Он спешил всегда, даже когда никуда не опаздывал, даже в выходные, даже в отпуске, даже во сне. Его движения были точными, но лишенными тишины. Со стороны он выглядел собранным, продуктивным, занятым. Люди говорили: «Ты столько успеваешь». Он кивал, но не чувствовал удовлетворения. Он делал многое, но редко чувствовал, что живет. Иногда, в редкие минуты, когда он случайно оказывался один и вокруг было тихо, его накрывала странная тревога. Не паника, не страх, пустота. Он сразу доставал телефон, включал музыку, проверял сообщения. Любой звук был лучше тишины. Он не любил моменты, когда ничего не происходит, потому что в такие моменты что-то начинало подниматься изнутри. Вопросы, сомнения, чувство, что он куда-то бежит, но не знает, зачем. Он говорил себе: «Потом разберусь». Но это потом постоянно отодвигалось. Время ускорялось. Дни сливались. Недели исчезали. Годы проходили так тихо, что он не замечал их ухода. Он помнил отдельные события, но не чувствовал пути между ними. Однажды он понял, что почти не помнит, когда в последний раз просто смотрел в окно, не думая, не планируя, не спеша. Он понял это случайно, в очереди, где ничего нельзя было ускорить. Он стоял и вдруг почувствовал раздражение. Не потому, что очередь была длинной, а потому, что ему пришлось быть в моменте. Это его напугало. Он всегда считал, что спешка — это признак жизни, движения, амбиции, цель. Но теперь начал сомневаться. Он задал себе вопрос, который раньше не позволял возникнуть: а если я все время бегу, от чего? Ответа не было. И это было самое тревожное. Он понял, что привык измерять жизнь делами, результатами, закрытыми задачами, но не чувствами, не смыслами, не присутствием. Он вспомнил, что когда-то умел останавливаться. В детстве, когда время тянулось, когда день был целым миром. Он не знал тогда слова «успеть». Он просто был. Теперь это казалось невозможным. Он начал замечать, как часто говорит себе: «Надо быстрее», даже там, где спешка ничего не меняла. Однажды он намеренно замедлился. Не резко, осторожно. Он шел медленнее обычного, дышал глубже, не тянулся сразу за телефоном. И в этой медлительности он почувствовал сопротивление, будто что-то внутри не хотело быть услышанным. Появилась усталость. Не физическая, глубокая, та, что возникает, когда долго бежишь без направления. Он понял, спешка была не стремлением к жизни. Она была способом не встречаться с собой. В тишине начали подниматься мысли, которые он годами отталкивал, что не все его цели — его, что не вся занятость — необходимость, что многое он делал, потому что так принято. Он понял, что никогда не задавал себе вопрос: «А куда я иду?». Он спрашивал только, как быстрее. Остановка оказалась не пустой. Она оказалась наполненной. Непривычно, иногда болезненно, но честно. Он начал замечать детали, лица людей, собственные ощущения, моменты между делами. Жизнь не стала проще, но стала ощутимее. Он понял, что время не враг и не ресурс. Время — это пространство, в котором он живет. Он больше не стремился заполнить каждую секунду. Он позволял некоторым моментам быть пустыми. И в этой пустоте начало появляться понимание. Он больше не спешил все время. Иногда, да, но не постоянно. Он все еще шел, но теперь знал, куда. Не к цели, а к присутствию. И однажды он понял, настоящая жизнь начинается не тогда, когда ты ускоряешься,
А тогда, когда ты решаешь остаться в том моменте, где ты есть,